Здравствуйте, дорогие подписчики и гости канала. Надеюсь, что у вас все хорошо. Сегодня я буду готовить сливовый соус на зиму. Много соуса варить не буду, так как у меня еще остались соусы, которые я готовила в прошлом году. Этот сливовый соус нет кемали. Сорта слив не те, и технология приготовления отличается. Сливы я в этом году не обрабатывала, руки так и не дошли. Поэтому, чтобы убедиться, что сливы не червивые, удалила косточки. Естественно, перед этим я сливы помыла. Для приготовления соуса использую сливы двух сортов. Названия сортов, к сожалению, не помню. Одни сливы с кислинкой, их 600 грамм, и 400 грамм сладких слив. Сливы использую спелые, но твердые. Вы можете готовить соусы слив любого сорта, который вам нравится, но мягкие сливы не берите. 1 килограмм очищенных слив измельчаю при помощи блендера в пюре. Можно измельчать сливы погружным блендером. Получившееся пюре перекладываю в кастрюлю и довожу до кипения. Количество необходимых продуктов оставлю в описании под видео и в конце этого видео. Добавляю 1,5 чайной ложки сахара по вкусу и 1 чайную ложку соли, тоже по вкусу. Сливы закипели, снижаю огонь до минимального и готовлю 10 минут, постоянно помешивая, чтобы сливы не пригорели. Здесь молодые семена укропа. Я им дала высохнуть прямо на грядке. Беру примерно 1/3 чайной ложки и 1/3 чайной ложки зиры. Чтобы специи лучше перемололись, добавляю в мельницу пол чайной ложки соли и добавляю приправы в соус. Добавляю 1,5 чайной ложки сухого перца чили. При желании вместо сушеного можно использовать свежий горький перец, пропустив его через мясорубку. Через пресс добавляю 5 зубчиков чеснока. Количество всех ингредиентов в рецепте по вкусу. Добавляю 1/3 чайной ложки кориандра и готовлю, помешивая на медленном огне. Соус варился 10 минут. Протираю его через сито, чтобы избавиться от крупных кусочков специй. Если вам нравится это видео, то ставьте пальчик вверх и напишите свое мнение о рецепте. Поделитесь видео с друзьями. Вы этим поможете развитию канала. Вот столько жмыха получилось. Очищаю не с сита ножом. Переливаю соус назад в кастрюлю и снова ставлю на плиту. Консистенция соуса получилась гуще, чем мне нужно, поэтому добавляю 100 мл воды, так как соус будет вариться еще 5 минут и загустеет еще больше. В качестве консерванта добавляю пол чайной ложки лимонной кислоты. Можете заменить ее соком небольшого лимона. Я соус попробовала. Его вкус меня устраивает. Больше ничего добавлять не буду. На этом этапе вы можете добавить соль и сахар при необходимости. Готовлю соус 5 минут на медленном огне, постоянно помешивая. Я забыла снять, как добавила в соус еще 50 мл воды, так как он получается густым. Всего я добавила 150 мл. Количество воды добавляйте
исходя из консистенции вашего соуса. Соус готов. Вот такая у него консистенция. Разливаю соус в горячие сухие стерильные банки. Я их стерилизовала в духовке. Банки закрываю стерильными крышками. Из 1 килограмма очищенных слив у меня получилось примерно 750 мл соуса. Хотя производитель крышек не рекомендует переворачивать банки, я это делаю, чтобы убедиться, что крышки не протекают. Переворачиваю банки буквально на 1 минуту. С крышками все нормально. Снова переворачиваю банки и оставляю их на столе до полного остывания. Банки я не укутываю. Вот такой сливовый соус у меня получился. Он уже полностью остыл. Консистенция соуса меня устраивает. Цвет красивый, насыщенный. У соуса приятный аромат. Вкус с легкой кислинкой. Специи в соусе чувствуются. Он в меру острый. Мои мужчины слишком горькие соусы не любят. Готовится сливовый соус просто и, можно сказать, быстро. Такой соус добавит изюминку любым мясным и рыбным блюдам. Хотя и запеченные или жареные овощи с этим соусом тоже есть вкусно. Количество соли и сахара в рецепте регулируйте сами. Вдруг ваши сливы будут кислее или наоборот слаще, чем у меня. Соус во время приготовления обязательно нужно пробовать и регулировать количество ингредиентов в нем по вашему вкусу. Хранить сливовый соус можно как при комнатной температуре, так и в прохладном месте, например, в холодильнике. Я храню всю домашнюю консервацию в погребе. Приготовьте такой сливовый соус к мясу и рыбе на зиму, он вам понравится. Готовьте с удовольствием и приятного аппетита! Если вам было полезно это видео, то подпишитесь на канал и не забудьте нажать на колокольчик, чтобы получать уведомления о новых видео. А я на этом с вами прощаюсь. Желаю вам мира и добра. До новых встреч в новых видеорецептах. Пока-пока.